Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня мы с вами будем разбирать вязание вот этого красивого, интересного, я бы сказала, джемпера-свитера от итальянского дизайнера Брунелло Кучинелли. Очень лаконичный, симпатичный, элегантный свитер, связан узором из жгутов. Жгуты разные толщины и разные по высоте будем использовать. Я нарисовала схему узоров. Мы с вами свяжем образец узора, сделаем расчет плотности из конкретной пряжи, которую я покажу чуть позже в видео. Вот мы с вами на примере сделаем расчеты на разные размеры. У нас будет сегодня использоваться размер российский 44, 46, 48, 50 и 52, 54. На эти размеры будет текстовое описание составлено, которое я выложу, как всегда, под видео. Смотрите, там будет полностью расчет выложен. У нас вертикальный узор здесь используется, который будет очень хорошо смотреться для больших размеров. Вы знаете, да, вертикальные узорчики. Вот так выглядит данный джемпер в увеличенном варианте. Давайте посмотрим. Здесь очень хорошо видно, как расположение узоров. У нас идет по центру жгут центральный, да? С двух сторон у нас идут жгуты небольшие, узкие, и вот этот жгут на 8 петлях, который идет у нас по центру. Про пряжу. Пряжа здесь, вы видите, с небольшим количеством пайеток используется. Вот так выглядит это в модном доме Кучинелли. Демонстрация этой красоты. Спущенный рукав. По фигуре, в общем-то, сидит эта модель, этот свитер. Спущенный рукавчик у нас используется, высокий ворот горловины и боковой разрез, да, что характерно. Свободная, элегантная, на повседневный вариант данного свитера. Отсутствует такая мешковитость, которая присуща моделям оверсайз. На мой взгляд, очень здорово это выглядит. Высокая резинка по низу, по рукавам идет, да, и в совокупности это хорошо смотрится с высоким воротом горловины. Обратите внимание, как оформляется по вырезу горловины узор, да, то есть он отпускается и не обязательно прям вот до самого, ну, видите, да, отпускается, просто идут лицевые петли, не требуется такого прям досконального вывязывания узора. На какой высоте у вас остановилась нужная вам, на такой высоте вы и закрываете петли, то есть на это стоит обратить внимание, да. То есть сейчас это вот так все свободно и просто к этому относится. У рукавчика такие же жгуты у нас, то есть он по спинке, по переду полностью связан узором. Вот такая вот красота. Я считаю, джемпер достоин внимания, стоит его связать. Я свою пряжу подготовила, пряжа турецкого производства. Давайте сейчас посмотрим, что это за пряжа. Мы будем сегодня с вами вязать вот этот образец. Это две наши косы. Одна большая, другая маленькая, их жгуты называют в аранском вязании. Я предлагаю использовать пряжу Yarnart Silk Royal. Это итальянская, это турецкая пряжа. Цвет 437, такого цвета кофе. Теперь по метражу у нас 50 грамм 140 метров. Состав у нас 35% вискозный шелк, 65% шерсть мериноса. Вот такой замечательный у нас вариант пряжи. Слегка она пушится, очень нежная, приятная к телу, совершенно она не колется, но она, наверное, довольно дорого стоит. У меня эта пряжа давно просто лежит. Я же даже сейчас не интересовалась стоимостью. Вы можете любую другую заменить. Я думаю, что по такой толщине, средней толщины, подойдет очень большое количество вариантов пряжи.
Здесь нет блесточек таких пайеток, как в оригинале, но сам узор завораживает своей такой рельефностью, красотой интересной. Так, спицы я уже говорила, если не помню, даже 3,5. 3,5 спицы. Вот такая выкройка у нас будет сегодня использоваться с вами в расчете. Здесь нет размеров. Все размеры смотрите в конце нашего видео, где я делаю расчеты. Там показываются все размеры, подробно я рассказываю. И у нас с вами вот такое описание, которое многие уже привыкли видеть, которое я выкладываю под видео, девочки. Это описание индивидуальное, вот на эти размеры 44, 46, 48, 50, да, я уже говорила, и 52, 54, это российские размеры, внизу вот европейские указаны. Описание вязания попетельно, и мы каждый с вами вот эту петельку, откуда взялось это количество, будем разбирать в данном видео. Я начала вязать образец по схеме, которая вот здесь у меня нарисована. Получается у нас с вами два варианта жгутов. Жгут большой на 8 петлях в ширину и жгут малый на 5 петлях в ширину. Между ними по 2 изнаночные. Вот такой, в принципе, получается у нас комбинированный узор. Высоту теперь, смотрите, большая коса высоту составляет 14 рядов, 14 рядов раппорт, а малая коса составляет высоту 10 рядов. Вот, и далее раппорт повторяется. Сейчас я, собственно, хочу показать, как я вяжу перекрещивание, как формируется коса малая, коса большая. Так будем условно называть данный вариант. Вот. И узора, и будем, в общем-то, по ходу разбираться. У меня для образца набрано 28 петель. И петли распределяются следующим образом. 2 изнаночные. Затем идут 5 лицевых. 2 изнаночные. 8 лицевых, 2 изнаночные, 5 лицевых, 2 изнаночные. И еще про кромочные, 2 кромочные справа-слева мы тоже не забываем. Все петли с изнаночной стороны мы вяжем, как смотрят они на нас, а с лицевой я сейчас показываю. Итак, давайте будем вязать с вами первый ряд, скажем так. Первый ряд формируем. Кромочную сняли, вяжем 2 изнаночные. Затем вяжем 5 лицевых. Это коса малая наша. Опять 2 изнаночные. Подходим к перекрещиванию большой косы. Перекрещиваем 8 петель налево. Я это делаю без вспомогательной спицы. И хочу показать, как это выглядит. Надо, в принципе, наверное, учиться делать без вспомогательной спицы, но со вспомогательной кому-то проще. Кто как привык. Я снимаю все 8 петель на правую спицу. Первые 4 петли у меня вот так переснимаются на левую спицу, а оставшиеся 4, чтобы они не спустились, я держу их пальчиком, и я их снимаю со спицы. За работой они у меня. А далее за работой на правую спицу я их аккуратно переснимаю. Вот так. И у меня получилось перекрещивание налево по 4 петли. Возвращаем все на левую спицу, петли перекрещены. И все 8 вяжем лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот и все.
И далее вяжем 2 изнаночные, 5 лицевых, снова 2 изнаночные и кромочная у нас изнаночная. Как я говорила, изнаночный ряд мы вяжем, как смотрят петли на нас, да? И когда мы переворачиваем на лицевую сторону следующий ряд, мы вяжем тоже, как смотрят петли. Вяжем, 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 пока не наступит момент перекрещивания в малой косе, в малом жгуте. Да? Как я уже говорила в самом начале, 10 рядов у нас раппорт, то есть 8 рядов у нас будет с вами вязаться сейчас просто лицевая гладь в жгуте. Вяжем, продолжаем. У нас связано 8 рядов в высоту. И сейчас у нас будет перекрещивание в малом жгуте направо перекрещивание. 5 петель перекрещиваем. Итак, кромочную сняли, 2 изнаночные провязали и перекрещиваем. Следующим образом снимаем все 5 петель на правую спицу. Далее, смотрите, первые 3 петли у нас будут перед работой, 2 следующие за работой. Левой спицей сзади я подхватываю первые 2 петли сзади, высвобождаю передние 3 петли вот эти и с помощью правой спицы аккуратно переношу их на левую. Все, я сделала перекрещивание 5 петель направо. 3 у меня перед работой, 2 за работой. Вот такой порядок действий. И все 5 мы провязываем лицевыми. Кто-то, может быть, по-другому привык перекрещивать. Я просто показала свой способ. И далее вяжем 2 изнаночные. Большой жгут у нас 8 лицевых. Здесь пока еще не дошли мы до перекрещивания петель. Далее опять идут 2 изнаночные. И следующий жгут у нас такой же. Также будем перекрещивать еще раз. Я покажу 5 петель направо. Снимаем все 5 на правую спицу. Первые 2 у нас будут за работой. Следующие 3 перед работой. Сзади я первые 2 подхватываю, высвобождаю 3, которые будут у нас перед работой. С помощью правой спицы переношу их на левую. Аккуратно. Все, перекрестили 5 петель направо. И вяжем 5 лицевых. Две изнаночные, кромочная тоже изнаночная. Все. В таком темпе продолжаем вязать наш образец. Следующее перекрещивание у нас большого жгута, то есть повтор раппорта, начнется в 15 ряду. То есть повторять будет с первого ряда снова перекрещивание. Понятно, да? То есть здесь немножечко не согласована получается работа жгутов, вот этих перекрещиваний. То есть раппорты у нас разные для каждого жгута, для малого и большого. Но для этого есть прекрасная схема, и просто за этим нужно следить, ничего сложного нет. А так, в принципе, простой логичный узор. Как перекрещивать, самое главное, я вам показала. Ну, я уверена, что данный джемпер будут вязать уже мастерицы, имеющие опыт, и у них будет свой способ перекрещивания. Я просто поделилась как бы своим мастерством, да? Так, сейчас нам надо будет отпарить этот образец и сделать расчет плотности. Делаем влажную тепловую обработку с помощью пара и утюга. Теперь во влажном состоянии наш образец надо потянуть в разные стороны и до полного высыхания оставить его в расправленном вот таком состоянии.
Итак, сейчас мы посчитаем с вами плотность по вертикали и по горизонтали. Итак, наш образец высох, мы его с помощью линеечки измеряем его ширину. Прикладываем нашу линеечку и измеряем. В моем случае 12 сантиметров. У меня 28 петель в образце. 28 мы разделим на 12, получится 2,3. Давайте запишем, что по горизонтали в 1 сантиметре 2,3 петли получается. Следующий момент – вертикальная плотность. Считаем, сколько рядов здесь у нас с вами связано. В моем случае связано 28 рядов. Я беру также линеечку и измеряю высоту. 11 сантиметров высота. 28 рядов мы делим на 11 сантиметров измеренного образца. Получаем плотность по вертикали 2,5. Также запишем в 1 сантиметре 2,5 ряда умещается. Все. Далее по выкройке будем сейчас составлять описание. Расчеты мы будем с вами делать вот по этой выкройке. Выкройка стандартная. У нас с вами спущенное плечо. Ручку. Итак, рассматривать будем сегодня с вами размеры 44, 46, 48, 50, 52, 54. Ширина спинки переда у нас одинаковая. Будет первый размер 48 сантиметров. Второй размер 54 сантиметра, ширина спинки переда. И третий размер 58 сантиметров. Сразу считаем с вами, сколько петель будем набирать на перед спинку. Значит, у нас с вами плотность узора мы посчитали. Горизонтальная в 1 сантиметре 2,3 петли. Правильно? Значит, мы с вами наши сантиметры, 48 сантиметров, умножим. Это я первый размер рассматриваю, 44, 46. 48 мы умножаем на 2,3 плотность. Получается 110 петель. Точно так же я считала и второй, третий размер. Получилось 124 петли, 134 петли. Набираем. Но имейте в виду, что данная плотность это нашего узора. Да? Резинка должна быть жесткая, но такая, понимаете, да? Поэтому для резинки мы будем набирать меньшее количество петель. На 14 петель меньше я сделала на резинку. И мы с вами для резинки, высота ее 10 сантиметров, будем набирать на 14 петель меньше. То есть из 110 отнять 14, 96 петель первый размер, 110 петель второй размер, 120 петель третий размер. Затем вяжем резинку 1 на 1 и далее у нас идет узор. Для узора в последнем изнаночном ряду резинки мы равномерно прибавляем 14 петель на все размеры. Получаться должно наши вот эти расчетные петли 110, 124, 134. Далее вопрос, как распределить узоры. Итак, у нас с вами два узора, две косы, ну, скажем так, два жгута, если правильно называть этот элемент в аранском вязании. Первый ширину имеет 8 петель, второй 5 петель. Условно, все наши узоры я размещаю всегда вот такую горизонтальную линию, выкладываю их и по центру сразу рисую 8 петель наша с вами коса центральная на 8 петлях. Между ними идут 2 изнаночные. Я пишу внизу 2, 2. Маленькая коса, цифра 5, 5. С двух сторон симметрично. И так далее. Опять 2 изнаночные между косами везде. Вот таким образом я распределила петли
косы наверху, изнаночные внизу нарисованы. В итоге у меня сформировался такой четкий блок узора на 16 петлях, который включает в себя 2 изнаночные, 5 петель малой косы, ну, жгута, 2 изнаночные, опять 5 петель малого жгута и 2 изнаночные. В сумме это 16 петель. Это для того, чтобы нам было легко дальше считать. И отдельно идет большой жгут на 8 петлях. Понятно, да? То есть вот этот блок 16 и коса 8. И для 44-46 размера мои петли распределились следующим образом. По центру жгут 8 петель, далее с двух сторон 16 идут. Вот этот блок. Дальше опять 8, 8, 16, 16. Опять 8, 8. Заканчивается все 2 изнаночные с одной стороны, 2 изнаночные с другой стороны. Кромочные. В сумме это 108 петель плюс 2 кромочные. Это на наш 44-46 размер. Теперь для размера 48-50. Берем эти же 108 петель, вот они, и добавляем к ним, вот у нас 14 петель надо добавить. Добавляем косу, вот этот жгут 5, 5 с двух сторон и 2 изнаночные, ну и кромочные, будет 124 петли. Для третьего размера 52-54 у нас с вами также берутся 108 этих петель, вот этих, так распределяем. Далее у нас идет с вами жгут 5-5, 2 изнаночные, и еще мы добавляем жгут 5-5 и кромочные. В сумме это 134 петли получается. Вот. Если тут какие-то неясности, там 1-2 петли роли не играет, пересчитайте самостоятельно. Вы можете по такому принципу считать, как я вам показала, девочки, это несложно. Я думаю, что если я в расчетах кардинально я не ошиблась, а вот в этих вот небольших, там 1-2 петли, не могу ручаться, потому что немножечко отвыкла. Был большой перерыв, 1,5 года, сами знаете. Так, и вот мы это все вяжем, вяжем, вяжем. Высота изделия у меня первого размера 60, второго 61, третьего 62 сантиметра. То есть высота общая. Но из них у нас идут 10 сантиметров высота резинки. Дальше у нас идет высота узора и скос плеча. Как правильно посчитать скос плеча, я в описании пишу. Сразу вам говорю, скос плеча у меня составляет 4 сантиметра. Я перевожу эти 4 сантиметра в ряды. Мы будем считать только рядами. Для этого мы считали вертикальную плотность в 1 сантиметре 2,5 ряда. У меня 4 сантиметра составляют 10 рядов. Вы поняли, как я их посчитала. Я 4 умножила на 2,5, получилось 10 рядов высота скоса. Как их правильно и равномерно закрыть, будет в описании описано. Но сейчас я вам расскажу о том, что на вырез горловины у меня пришлось 46 петель первый размер, 48 второй и 50 петель третий размер. Закрывать их я тоже сейчас не буду рассказывать. Читайте описание под видео, девочки, как обычно. И все, что осталось, это петли плеч. 32 петли, 38, 42. Как считала, петли плеч. 110. Отнять вырез горловины 46. И все, что осталось, делим на 2. Смотрите. 110. Отнять 46 петель вылез горловины, 64 петли получилось. Это на плечи. Делим на 2 плеча, получаем каждое плечо 32 петли. Также я считала и для других размеров. На какой высоте формировать вы будете
вырез горловины, как будем делать закругление, читайте в описании. Я на этом сейчас заостряться не буду, это будет очень долгое видео. Тем более у вас у всех будут индивидуальные все-таки вот эта высота, у нас рост у всех разный, поэтому высота будет разная изделия. Я вам просто для примера рассказываю, как мы применяем горизонтальную плотность и вертикальную плотность. Это, можно так сказать, обучающий вариант. Я вам показываю, как это считала я, как это делаю я. И вы можете по аналогии посчитать. Теперь переходим к рукавам. Опять-таки длина будет опять индивидуальная, у нас рост разный, да. Я считаю, вот как у нас какие цифры я беру, как я считаю. Опять начинаем с планки, 10 сантиметров в высоту, резинка 1 на 1. Берем петельки 44, 48, 52 петли, набираем на планку, вяжем резинку, затем прибавляем 14 петель на все размеры, получаем 58, 60, 62 петли. Как в последнем изнаночном ряду. Это все будет в описании. Как распределяем узор на этих петлях. Так, сзади я рисовала. Смотрите, опять-таки у нас по центру идет жгут на 8 петлях. Дальше с двух сторон по 16 у нас идет вот этот набор, который я вам объясняла, да? Набор вот из этих мелких жгутов и изнаночных. Вот, и далее опять идет жгут, жгут. То есть у нас получилось 3 больших жгута по 8 петель и 2 блока по 16. Получилось 56 петель плюс 2 кромочные. И в сумме это дало 58 петель. Для других размеров будет, значит, для второго размера просто прибавьте одну изнаночную справа, одну изнаночную слева. То есть на 2 петли больше. И для третьего размера по 2 изнаночных прибавьте справа и слева к этому существующему узору. Так, с этим понятно, да? Теперь как формируем скос. У нас самая сложность большая всегда, как равномерно прибавить по скосу рукавам. Ну вот смотрите, я считаю следующим образом. У меня вот здесь мы берем с вами пройма. Ширина проймы у нас была 20, 21, 22, да, и смотрите, здесь мы также берем 40, 42, 44, ширина самой широкой части рукава. Это была узкая часть, это широкая. И мы умножаем 40 сантиметров, на примере первого размера 40 сантиметров в ширину, умножить на 2,3 плотность по горизонтали, получаем петли, 92 петли. Также я считал для других размеров. И затем вот эти 92 петли отнимаем 58 петель, получаем 17 петель, нам надо прибавить с каждого скоса. То есть получилось число 34, делим на 2 скоса, 17 петель. 17 петель надо равномерно прибавить по вот этому размеру. Размер у меня 34, я взяла сантиметра, 34 сантиметра. У вас может он быть индивидуальный, это размер от планки и до окончания рукава. 34 сантиметра умножим на вертикальную плотность 2,5 ряда. Получим 86 рядов, вот здесь должно быть. И эти 86 рядов мы делим на 17 петель. Смотрите, 86 рядов разделить на 17 петель, которые мы должны распределить. То есть в каждом пятом ряду приблизительно вы должны делать прибавку. Одну петлю справа, одну петлю слева. Равномерно, таким образом. Вот. И в итоге через 34 сантиметра, 86 рядов, у вас должно оказаться 92 петли. Вот я вам на примере рассказала, как считается скос рукава. Я надеюсь, что мой обучающий материал был вам полезен. Все для примера было рассказано, но и этими же описаниями можно воспользоваться, если у вас идеально совпала длина, допустим, это средний рост, я брала 60 сантиметров длину джемпера.
Так что имейте, девочки, это в виду. Старалась, как могла, с пользой, воспользуйтесь моим бесплатным мастер-классом по расчету. Желаю вам удачи, до новых встреч!